Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать о 20 тайнах космоса, которые шокировали ученых. Из этого видео вы узнаете следующее. Что нашли китайские ученые в образцах лунного грунта, добытого в рамках миссии Чэнь-5 в ноябре 2020 года. Нашумевшая в интернете фотография с пауками на Марсе. Что это такое на самом деле? Почему не стоит взрывать угрожающий Земле астероид ядерной бомбой? Правда ли, что в 2025 году у Сатурна исчезнут кольца? Какова природа загадочных вспышек на поверхности Венеры и почему ученые считают, что это не молнии? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Космос сам по себе одна большая загадка и тайна. Ученые постоянно занимаются его изучением при помощи телескопов, вроде мощнейшего Джеймса Уэбба, межпланетных станций, марсоходов и других устройств. И чем больше они совершают научных открытий, тем больше вопросов у них возникает. Ответ на вопрос, существуют ли инопланетяне, является одной из самых главных целей изучения космического пространства. Сколько бы ученые ни отправляли сообщений в космос, мы еще ни разу не получили ответа. Есть надежда, что после 2030 года на Землю будет доставлен марсианский грунт, в котором могут содержаться следы древней жизни. А ведь есть еще марсианские патогены, которые могут угрожать землянам. Также ученые до сих пор не могут точно сказать, как на Земле появилась жизнь. Недавно стало известно, что в первую очередь жизнь в Солнечной системе могла возникнуть на Марсе, а не на Земле. У ученых есть весомый повод так думать. В этом видео мы решили рассказать вам о 20 тайнах космоса, которые шокировали ученых. 1. В Бразилии увидели НЛО в небе. Никто не знает, что это такое. В июле 2024 года в небе над Бразилией был замечен неопознанный летающий объект. Обычно видео с НЛО имеют плохое качество, и никому не понятно, что в них происходит. В большинстве случаев неопознанными объектами оказываются воздушные шары или другие летательные аппараты. Также часто бывает, что неопознанные объекты добавляются в видео при помощи видеоредакторов. Но снятый в Бразилии ролик имеет вполне приемлемое качество, и на нем видно, что загадочный объект витает в воздухе и плавно меняет свою форму. Специалисты уже подтвердили подлинность этого видео, но не смогли сказать, что именно засняли очевидцы. Существует несколько предположений, но многие люди не хотят в них верить. Они считают, что произошло действительно что-то необъяснимое. Неопознанный летающий объект был замечен в небе над бразильским городом Куритиба. Он является экономическим центром Южной Бразилии и является домом для более чем 1 700 000 человек. О загадочном летательном аппарате рассказали многие издания, например, редакция The Mirror. Парящий в небе объект был снят на видео при помощи смартфона 7 июля, но пользователь опубликовал его на YouTube только 25 июля. Несмотря на мобильную съемку, в снятом ролике загадочная летающая тарелка хорошо видна. Летающий объект имеет ромбовидную форму и будто бы даже меняет цвет. Также кажется, что края летательного аппарата волнообразно движутся. Но многие, кто видел ролик, уверены, что все это всего лишь помехи, которые возникли из-за несфокусированной камеры. Тем не менее, никто все еще не может объяснить, что это такое. Много версий было озвучено на сайте Reddit.
Чертовски жутко. Я не думаю, что это воздушный шар или беспилотный летательный аппарат. Если присмотреться, то кажется, что он движется, как будто по бокам у него есть маленькие ножки, написал один из пользователей. Другой пользователь Reddit отметил, что когда камера фокусируется на объекте, он выглядит просто как нечто продолговатое, безо всяких шасси и других технических элементов. Некоторые люди предположили, что житель Бразилии запечатлел полет метеозонда. Обычно, когда появляются громкие новости об НЛО, оказывается, что люди видели одноразовые аппараты, которые выпускаются в небо частными компаниями для изучения земной атмосферы. Например, так было в 2023 году, когда неопознанный летающий объект был сбит над США. Есть большая доля вероятности, что в кадр попал очередной метеозонд, но на момент выхода этого видео это не подтвердила ни одна группа метеорологов. На самом деле, людям свойственно принимать за НЛО совершенно обыкновенные объекты, многим из нас уж очень хочется верить в то, что мы не одни во Вселенной. Например, иногда люди уверяют, что видели летающую тарелку, когда на самом деле стали очевидцами редкого явления – образования лентикулярных облаков. Эти облака действительно имеют форму инопланетного корабля и остаются неподвижными даже при сильном ветре. Также за НЛО часто принимаются планеты Венера и Юпитер, ярко светящиеся в небе, Международная космическая станция МКС, сгорающие в земной атмосфере частицы космического мусора, воздушные шары и дроны. Это уже не первый случай, когда над Бразилией обнаруживаются НЛО. Ночью 19 мая 1986 года над Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу было замечено более 20 неопознанных объектов, которые летели со скоростью от 250 до 1500 км в час. Так как некоторые НЛО преодолели скорость звука, ученые и военные были серьезно озадачены. Также примечательно то, что 20 объектов двигались необычным образом. Создавалось ощущение, что они играют с военными в прятки. Военным так и не удалось приблизиться ни к одному из этих объектов. Данный эпизод встречи с необъяснимым получил название «Официальная ночь НЛО», и результаты расследования этого инцидента все еще держатся в секрете. 2. Ученые нашли древнюю карту ночного неба с загадочной звездой. Человечество изучает небо с незапамятных времен. Изначально древние жители Индии были уверены в том, что небо представляет собой замыкающую земное пространство змею, а в Древнем Египте небо считалось твердым куполом, по которому движется бог Солнца Ра. Со временем представление о небесных объектах менялось, и по их движению люди начали определять время для проведения ритуалов, посева урожая и так далее. В декабре 2023 года ученые рассказали о том, как им удалось найти одно из самых древних изображений ночного неба. Оно было выгравировано на камне примерно в IV веке до нашей эры. На древней гравюре были обнаружены не только известные науке созвездия, но и одна загадочная звезда. Ученые уже почти уверены в том, что это такое. По данным Heritage Daily, открытие было сделано в Кастельер-ди-Рупин-Пикколо. Это древняя крепость, которая располагается на возвышенности в итальянской провинции Триест. Считается, что это укрепленное поселение было построено в бронзовом веке и существовало на протяжении всего Железного века. Оно было заброшено людьми примерно в V веке нашей эры, но точная причина этого никому не известна. Недавно специалисты из Итальянского национального института астрофизики сообщили о том, что у входа в крепость археологи нашли два больших камня. Они оба имеют диаметр около 50 сантиметров и имеют неровности, будто бы сделанные людьми при помощи примитивных инструментов. В результате тщательного анализа было выяснено, что один из камней круглой формы представляет собой модель Солнца. Второй камень является еще более интересным артефактом. На нем есть множество точек, которые, скорее всего, указывают на местоположение определенных звезд на ночном небе. Был сделан вывод, что ученые нашли в Италии одну из самых древних карт звездного неба,
сделанную примерно в IV веке до нашей эры. В ходе научной работы астрономы определили, что на втором камне изображено звездное небо, которое видели жители Кастельер-ди-Рупин-Пикколо примерно 2500 лет назад. Ученым удалось распознать 29 точек на камне. Они убедились, что из них точно складываются созвездия Скорпиона, Ориона, Плеяды и Кассиопея. Судя по углу отметин на камне, древняя карта звездного неба была создана одним и тем же человеком. Судя по всему, для раскалывания камня он использовал молоток и металлический стержень с наконечником толщиной 6-7 мм. Одну из изображенных на древней карте звезд в настоящее время над историческим местом не видно. Речь идет о тете Скорпиона, которая также известна как Саргас и Гертап. На сегодняшний день она находится ниже, однако при помощи современных приложений для слежения за звездным небом ученые обнаружили, что примерно 400 лет до нашей эры жителям крепости она была очень даже хорошо видна. Больше всего авторов научной работы заинтересовала 29-я по счету звезда, которая была изображена на каменной карте. Ее нет ни на одной современной модели неба, поэтому ученые предположили, что неизвестный житель Кастельер-ди-Рупин-Пикколо изобразил сверхновую. Так называется явление, при котором звезда резко увеличивает свою яркость в тысячи или даже миллионы раз, а потом постепенно затухает. Скорее всего, много лет назад эта сверхновая была хорошо видна, но в нынешнее время ее уже сложно обнаружить. Не исключено, что если астрономы направят мощный телескоп в точку на небе, где она находилась тысячи лет назад, они откроют новую черную дыру, которая осталась после взрыва сверхновой. 3. Все, что нужно знать об астероиде Апофис, объекте, который прилетит к нам в 2029 году. В 2029 году на Землю может упасть астероид. На протяжении нескольких лет ученые не исключали вероятность такой катастрофы. Космическим объектом, вызывающим большую тревогу, являлся астероид 99942 Апофис. Он был открыт учеными из обсерватории Кит-Пик в 2004 году и уже несколько раз пролетал мимо Земли. Так, в январе 2013 года он приблизился к нам на 14 миллионов километров, и астрономы выяснили, что он на 75% объемнее, чем считалось ранее. В 2029 году этот объект приблизится к нам на 32 тысячи километров, это настолько близко, что люди смогут увидеть его на небе невооруженным глазом. Расчеты показали, что риска столкновения уже нет. Поверхность астероида Апофис отражает только 23% падающего на него солнечного света. Из-за этого ученым было сложно определить его форму и диаметр. Согласно актуальным данным, полученным при помощи наземных и космических телескопов, космический объект имеет продолговатую форму. Его диаметр равняется примерно 370 метрам. Для большей наглядности можно сравнить величину Апофиса с небоскребами. На изображении ниже видно, что вызвавший у ученых тревогу объект чуть крупнее, чем Эйфелева башня. Его высоту можно сравнить с величиной Empire State Building, 102-этажным небоскребом в Нью-Йорке, который возвышается на 381 метр. После обнаружения астероида в 2004 году астрономы считали его очень опасным. Но потом они изучили траекторию его движения и пришли к выводу, что ничего ужасного произойти не должно. Согласно данным аэрокосмического агентства НАСА, астероид Апофис столкнется с Землей в 2029 году с вероятностью 2,7%. Катастрофа вполне может произойти, но риск минимален. После обнаружения того, что вероятность столкновения в ближайшие десяток лет очень мала, ученые продолжили расчеты. Оказалось, что во время сближения в 2029 году Земля может изменить траекторию его движения, и он может столкнуться с нами в 2036 году. Но на сегодняшний день вероятность такой катастрофы тоже исключена. Космический объект приблизится к Земле, но пролетит на безопасном для всех нас расстоянии.
В прошлые разы астероид Апофис пролетал мимо Земли на расстоянии в несколько миллионов километров. Он был дальше от нас, чем Луна. Но в 2029 году он окажется в 32 тысячах километрах, а это ближе, чем некоторые околоземные спутники. Столкновение не произойдет, но ученые считают, что с восточного полушария он будет виден даже без телескопа и бинокля. На восточном полушарии располагаются Россия, Африка, Антарктида, Индийский океан, Австралия, а также части Атлантического, Тихого и Южного океанов. Скорее всего, для нас астероид будет выглядеть как крошечная точка. Чтобы его обнаружить, придется использовать специальные приложения с картами ночного неба. Взяв во внимание размер астероида, ученые рассчитали, что при его столкновении с Землей произойдет взрыв мощностью 506 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это больше, чем при падении Тунгусского метеорита в 1908 году. Мощность взрыва при его падении составила максимум 40 мегатонн. Масштаб разрушения при столкновении Апофиса с Землей зависел бы от его состава, а он еще точно не определен. В любом случае, взрыв причинил бы огромный урон территории площадью в 1000 квадратных километров. Но при этом он не привел бы к астероидной зиме, явлению, при котором небо затягивается плотным слоем пепла и на Земле на несколько лет устанавливается холодная погода без солнца. После гипотетического падения Апофиса на поверхности нашей планеты остался бы кратер диаметром 5,97 километра. В случае падения на океан точно произошло бы разрушительное цунами. Населенные пункты в радиусе 300 километров были бы полностью уничтожены. В будущем ученые узнают об астероиде Апофис больше информации, потому что к нему недавно была направлена межпланетная станция Осирис-RX. Аппарат сможет приблизиться к нему в 2029 году. Его главной целью является изучение рельефа, состава и плотности космического объекта. 4. Китайские ученые нашли вещество, меняющее наше представление о Луне. В ноябре 2020 года Китай запустил в небо космический аппарат Чжэнь-5. Спустя несколько дней он добрался до Луны и начал сбор образцов с поверхности естественного спутника нашей планеты. После этого образцы были успешно доставлены на Землю, и Китай стал третьей страной в мире, которой удалось добыть лунный грунт. Изучением добытых образцов до сих пор занимаются разные группы ученых, и они регулярно делятся удивительными открытиями. Недавно в составе лунного грунта было обнаружено неожиданное вещество, которое ставит под сомнение нынешнее представление о том, как образовалась Луна. В рамках миссии Чжэнь-5 китайские ученые добыли около 2 килограммов лунного грунта. Исследовательский аппарат собрал интересующий ученых материал при помощи роботизированной руки как с поверхности, так и из глубины до 2 метров. После сбора образцы были помещены во взлетный модуль, который взлетел и передал груз орбитальному модулю. Он, в свою очередь, полетел в сторону Земли и скинул капсулу с лунным грунтом в районе внутренней Монголии. Образцы лунного грунта были взяты с океана Бурь, крупнейшего лунного моря, длиной 2500 километров. Ученые сразу же выяснили, что возраст добытого материала составляет 2 миллиарда лет. Это значит, что лунные образцы в распоряжении китайских ученых старее, чем материалы, добытые в 1970-е годы в рамках американской программы «Аполлон». В 2021 году стало известно, что 90% добытых образцов являются чистым реголитом, а остальные 10% – это частицы, упавших на Луну метеоритов, остекленевшие материалы вулканического происхождения, кремнезем и так далее. Больше всего ученых заинтересовало наличие базальтовой лавы, которая в очередной раз доказала, что когда-то давно Луна была вулканически активным объектом. Недавно ученые поделились новостью о том, что нашли в образцах лунного грунта графен. Так называется материал, который состоит из одного слоя углеродных атомов и является одним из самых тонких и прочных структур в мире. Факт того, что в лунном грунте обнаружился углеродный материал, озадачил авторов научной работы.
В добытом в 1970-х годах грунте ученые нашли мало углерода. Это стало причиной появления гипотезы о том, что Луна появилась в результате столкновения Земли с неизвестным космическим объектом размером с Марс. Если это так, то углеродные материалы действительно должны были разлететься по космосу, и на Луне их не должно было остаться. Но теперь ученые нашли углеродный материал, поэтому гипотеза была поставлена под сомнение. Впрочем, нельзя исключать вероятности того, что графен попал на Луну вместе с другими космическими объектами вроде метеоритов. Они падают на его поверхность очень часто и несут с собой самые разные материалы. Возможно, графен появился на Луне в результате других, еще более сложных процессов. По мнению авторов научной работы, это также могло произойти под влиянием солнечного ветра и вулканических процессов. Китай активно изучает Луну, в некотором плане опережая США и Россию. После успеха миссии Чэнь-5, в рамках которой были собраны материалы с графеном, китайские исследователи приступили к осуществлению новой миссии и недавно успешно завершили ее. В июне 2024 года исследовательский аппарат Чэнь-6 успешно доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Они уже находятся в руках ученых, которые наверняка тут же приступили к их изучению. Ожидается, что состав грунта с обратной стороны Луны будет сильно отличаться от материала с видимой стороны земного спутника. Добыча образцов грунта с обратной стороны Луны – это очень сложная задача. Для этого требуется сразу несколько космических аппаратов, которые должны слаженно работать друг с другом. 5. Возможно ли, что Тунгусское событие произошло не из-за метеорита, а черной дыры? Тунгусское событие произошло более 100 лет назад, но по сей день привлекает внимание ученых и дает жизнь всевозможным теориям заговора. Мощный взрыв, причина которого до конца не установлена, буквально сравнял все с Землей на территории площадью более 2100 квадратных километров. Его мощность была эквивалентна 10-20 мегатоннам тротила, то есть он был примерно в 1000 раз мощнее взрыва атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму. Однако кратера в эпицентре не было обнаружено. Согласно одной из версий, причиной Тунгусского события могла стать черная дыра. Мощный взрыв произошел в 7:14 утра 30 июня 1908 года на территории современного Красноярского края России, в районе реки Подкаменная Тунгуска. Очевидцы услышали его на расстоянии сотен километров от его эпицентра. Причем они утверждают, что прозвучало сразу несколько взрывов, похожих на пушечные выстрелы. Также, по их словам, над горой внезапно стало очень светло, как будто на небе появилось второе солнце. Одна из женщин, которая стала очевидцем, описывает событие так: «У меня болели глаза, и я даже закрыла их. Это было похоже на молнию. Сразу же раздался сильный гром. Это был второй удар. Утро было солнечное, облаков не было, наше солнце светило ярко, как всегда, а потом появилось второе солнце. Затем, по ее словам, она увидела нечто наверху уже в другом месте, и раздался третий взрыв. При этом налетел ветер, сбил ее с ног и ударил по упавшему дереву. Другие очевидцы рассказали, что видели в небе трубку синего цвета. Согласно одной из наиболее распространенных версий, над Красноярским краем взорвался метеорит. Так как взрыв произошел в атмосфере на высоте от 10 до 14 километров, ударного кратера не возникло. В 2013 году один из геологов РАН даже утверждал, что нашел осколки этого метеорита. Согласно другой версии, или даже теории заговора, Тунгусское событие было вызвано опытом ученого Николы Тесла, который остался в секрете. Ученые предполагают, что в черные дыры перерождаются гигантские звезды в конце своего жизненного цикла, то есть когда у них заканчивается топливо. Под действием собственной гравитации они начинают проваливаться внутрь себя и сжиматься до критически малых размеров. В результате возникает новый объект со сверхвысокой плотностью, известный как черная дыра. Так как для процесса перерождения звезды в черную дыру необходимо очень большое количество массы, на это способны только звезды,
которые как минимум в 20 раз больше Солнца. Кроме того, предположительно существует другой тип черных дыр, которые принято называть первичными. Они возникли в первые секунды существования Вселенной. В этот момент все вещество, из которого впоследствии возникли все космические объекты, было плотно упаковано. Масса первичных черных дыр могла быть разной, одни были в 100 тысяч раз легче канцелярской скрепки, а у других масса могла быть в 100 тысяч раз больше, чем у Солнца. Спустя некоторое время, когда Вселенная немного расширилась, условия для возникновения таких черных дыр исчезли. Если первичные черные дыры действительно существуют, то они могли проходить, а возможно и сейчас проходят сквозь Землю. Речь идет о микроскопических объектах, размером меньше атома. При этом они не причиняют никакого вреда планете. Также существует предположение, что более крупные черные дыры проходят через Землю раз в 1000 лет. В 1973 году группа физиков опубликовала статью в журнале Nature, в которой говорилось, что Тунгусское событие могло быть вызвано прохождением относительно крупной черной дыры сквозь Землю. Подтверждением этой версии может быть не только отсутствие ударного кратера, но и синий свет, о котором рассказывали многие очевидцы. По мнению ученых, при взрыве, вызванном черной дырой, большая часть излучения будет находиться в вакуумном ультрафиолете. Этот свет будет поглощаться и переизлучаться на более длинных волнах. Сильного рентгеновского излучения при этом было бы мало, а сопровождающий его столб плазмы был бы как раз темно-синего цвета. Тогда физики предположили, что эту версию довольно легко проверить. На обратной стороне Земли должны быть следы выхода черной дыры. По мнению ученых, она должна была следовать сквозь планету почти по прямой траектории. Однако пока таких доказательств обнаружено не было, но возможно они где-то имеются на дне океана. Версия хоть и кажется фантастической, но она не была опровергнута. 6. Миллиарды лет назад на Луне было больше воды, чем считалось ранее. Пустынная и холодная поверхность Луны покрыта реголитом, так ученые называют смесь крошечной пыли и скалистых обломков, которые образуются после падения на спутник метеоритов. Согласно нынешним планам, люди полетят на это безжизненное место в 2026 году. Астронавты смогут побегать по Луне при низкой гравитации, посмотреть на Землю с расстояния 384 тысяч километров и так далее, но они точно не услышат там звуки воды. Если на Луне есть жидкость, то она находится внутри кратеров и только в замороженном виде. А все потому, что температура в тенистых областях Луны равна минус 100 градусам Цельсия. В ходе изучения собранных в ходе программы «Аполлон» образцов грунта ученые сделали вывод, что на Луне всегда было мало воды. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. О том, что в начале своей истории Луна могла быть более влажным местом, чем мы считали ранее, рассказали авторы научного издания Science Alert. Группа ученых, во главе с экспертом по лунной геологии Тарой Хейден, обнаружила в образце лунной поверхности минерал, который образуется только при наличии воды. Исходя из этого, они сделали вывод, что примерно 4 миллиарда лет назад Луна была богата летучими элементами, в том числе и водой. Минерал, о котором идет речь, называется апатит. Он образуется, когда в богатой фосфором воде происходит кристаллизация, процесс, при котором молекулы начинают упорядочиваться в трехмерные узоры, образуя объекты кристаллической формы. По мнению исследователей, если бы на Луне не было жидкой воды в большом количестве, в образцах грунта не было бы частиц минерала апатита. Обнаружение апатита в образцах ранней лунной коры невероятно захватывающее. Мы наконец-то можем начать собирать воедино неизвестный этап лунной истории, поделилась Тара Хейден. Частицы минерала апатита были обнаружены в метеорите, который находится в хранении у коллекционера и называется Аравийский полуостров 007. Научный анализ показал, что этот небольшой кусок лунной поверхности состоит из разных минералов. Больше всего в нем апатита, но есть и другие, ученые назвали его структуру минеральным фруктовым пирогом.
Этот фрагмент является самым весомым доказательством того, что миллиарды лет назад на Луне было много воды. Ранее ученые считали, что Луна была сухим местом со времен своего образования. Такой вывод они сделали в ходе изучения образцов грунта, которые в 1970-е годы были собраны астронавтами в рамках космической программы «Аполлон». В них ученые не смогли найти ни единого следа углерода, хлора, водорода и серы. Если бы на месте сбора грунта когда-то имелась вода, как минимум некоторые из этих химических элементов точно входили бы в состав образцов. Авторы новой научной работы считают, что метеорит Аравийский полуостров 007 прилетел к нам из другого участка Луны, куда еще не ступала нога человека. Тара Хейден отметила, что место, из которого участники миссии «Аполлон» брали образцы грунта, составляет всего лишь 5% из всей площади естественного спутника Земли. Так что велика вероятность того, что миллиарды лет назад этот небольшой участок был сухим, а на других территориях вполне могло протекать много воды. Долгое время считалось, что лунная поверхность высохла в течение тысяч и даже миллионов лет, но, возможно, на Луне может быть больше воды, чем мы думали, и нам просто нужно найти способ ее добыть, заключили авторы научной работы. На сегодняшний день количество способов изучения прошлого Луны ограничено. Это можно делать в процессе изучения добытого в ходе прошлых миссий лунного грунта, путем анализа лунных метеоритов, а также ориентируясь на собираемые данные орбитальных аппаратов, вроде Lunar Reconnaissance Orbiter. В будущем мы можем узнать о Луне много чего интересного. Дело в том, что в 2026 году американские астронавты планируют вернуться на поверхность спутника и в ходе этой исторической миссии своими руками провести важные исследования. Первый пилотируемый полет вокруг Луны в рамках программы Артемида должен был состояться в 2024, а спуск на поверхность в 2025 году. Однако агентству НАСА пришлось перенести даты, и этому были весомые причины. 7. В интернете обсуждают фотографию с пауками на Марсе. Что это такое на самом деле? Прямо сейчас на орбите Марса находится космический аппарат Trace Gas Orbiter, который был запущен с космодрома Байконур в 2016 году и занимается изучением поверхности планеты. Он регулярно отправляет на Землю фотографии высокого качества, изучая которые исследователи узнают много интересного о Марсе. Например, в 2022 году аппарат показал необычный кратер, который наполнен водяным льдом и сверху похож на огромный пень от дерева. Недавно орбитальное устройство поделилось снимком, на котором изображен ужас арахнофобов. Кажется, что на поверхности планеты живут тысячи гигантских пауков. К счастью для людей с боязнью пауков и несчастью ожидающих найти внеземную жизнь ученых, на Марсе нет никаких членистоногих существ. Специалисты из Европейского космического агентства объяснили, что это такое. На новой фотографии от Trace Gas Orbiter показана область на южной полярной части Красной планеты. Может показаться, что на поверхности Марса живут гигантские пауки, и когда люди полетят на Марс, начнется битва между человечеством и внеземными монстрами, как в фантастическом боевике «Звездный десант». Бояться такого исхода событий не стоит, потому что космический аппарат снял на фото обычное явление, которое происходит на Марсе уже миллиарды лет. Как и на Земле, на Красной планете регулярно происходит смена времен года. Но каким бы ни был сезон, для людей он предельно дискомфортный. Даже летом температура на Марсе может опускаться до минус 53 градусов Цельсия. А зимой там вообще кошмарные условия, потому что температура воздуха опускается ниже минус 100 градусов Цельсия. Во время зимы углекислый газ на поверхности планеты смешивается с пылью и замерзает. Но как только наступает весна и солнечный свет начинает нагревать Марс, эта смесь из замерзшего газа и грязи начинает быстро нагреваться, причем весьма неравномерно. В результате находящиеся даже под толстым слоем льда газы вырываются наружу. Этот процесс иногда сопровождается мощным взрывом, при котором поднимается высокий столб темного песка.
Вся эта весенняя грязь оседает на светлой поверхности Марса. С высоты полета аппарата Trace Gas Orbiter эти пятна похожи на огромных пауков со множеством ножек. Постепенно они размываются ветрами и исчезают, но с приходом следующей весны снова появляются и попадают в поле зрения исследовательских аппаратов. Напор газа и песка может разломать даже лед толщиной в 1 метр, диаметр образующихся пятен варьируется от 45 метров до 1 километра. На поверхности Марса много всего странного. В интернете можно найти уйму снимков Красной планеты, на которых будто бы изображены человеческие кости, столовые предметы и так далее. На одной из фотографий можно разглядеть даже снежного человека. На самом деле все перечисленное ранее – всего лишь зрительная иллюзия, называемая пареидолией. Так называется явление, при котором люди видят что-то живое в неживых объектах. Чуть выше нам показалось, что на планете Марс есть пауки, хотя это просто пятна грязи. В разрезанном перце мы можем увидеть лицо монстра, а в уголке архитектурного строения птицу, и это совершенно нормально. Пареидолия передалась нам от далеких предков, которых на каждом шагу ждала опасность. Иногда, увидев скалу необычной формы в темноте, наши предки в ужасе убегали, думая, что это свирепый хищник. Такая излишняя осторожность помогала им выжить, благодаря чему мы с вами до сих пор живем на Земле. Новости на тему Марса появляются почти каждый день, потому что эта планета интересует ученых больше, чем остальные. А все потому, что в ближайшем будущем люди хотят отправиться на Марс и построить там небольшой город. Недавно один из самых богатых людей в мире, Илон Маск, объявил о своем намерении отправить на Марс 1 миллион человек. Для этого он хочет построить сотни космических кораблей Starship. Он предупредил, что отправившиеся в космическое путешествие люди вряд ли вернутся обратно. 8. Астрономы открыли новую планету, похожую на сахарную вату. Планеты, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы, называются экзопланетами. Благодаря существованию таких мощных космических телескопов, как Хаббл и Джеймс Уэбб, астрономы уже открыли около 5000 экзопланет, и это число постоянно увеличивается. Например, недавно ученым стало известно о том, что на расстоянии 1232 световых лет от нас есть экзопланета WESP-193b. Она сильно отличается от всех себе подобных тем, что является очень большой, и при этом у нее очень малая плотность. По своей сути, это огромный шар сахарной ваты, который находится в глубинах Вселенной. Так как ученые ранее видели разве что парочку таких экзопланет, они не могут понять, как такая планета вообще может существовать. Но эта тайна может быть раскрыта в будущем благодаря самому большому телескопу в мире. Об открытии экзопланеты WESP-193b рассказали авторы научного издания Science Alert. Она вращается вокруг звезды WESP-193, которая в 1,1 раза тяжелее и в 1,2 раз крупнее Солнца. Один круг она совершает за 6,25 дня. Настолько быстро не вращается ни одна планета Солнечной системы. Вдобавок к этому, экзопланета располагается очень близко к звезде, что тоже удивляет ученых. Астрономы смогли узнать о особенностях экзопланеты WESP-193b благодаря тому, что наблюдали за изменениями ее тени в моменты прохождения на фоне звезды. По их расчетам, она в 1,46 раза крупнее Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы. При этом, ее масса составляет всего лишь 14% от массы Юпитера. На основе этой массы ученые смогли выяснить плотность экзопланеты WESP-193b. Она не превышает 0,59 грамма на кубический сантиметр. Примерно такой же плотностью обладает сахарная вата, поэтому ученые и сравнили ее с этой сладостью. Для сравнения, плотность Юпитера равняется 1,33 грамма на кубический сантиметр, а плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр. Ее чрезвычайно низкая плотность делает ее настоящей аномалией
Среди более чем 5000 экзопланет, открытых на сегодняшний день, поделились ученые. При этом они признают, что экзопланета WESP-193b не является единственной в своем роде. Науке также известно о существовании экзопланеты Кеплер-51d, которая имеет еще меньшую плотность, но при этом очень мала по размерам. Так что экзопланета WESP-193b удивляет не столько низкой плотностью, сколько соотношением низкой плотности и большого размера. Как образуются планеты с настолько низкой плотностью для ученых – большая загадка. За десятки лет исследований было создано множество компьютерных моделей для воссоздания формирования планет. Но ни одна из них не способна описать образование планеты наподобие WESP-193b. Это невозможно, даже если допустить, что у экзопланеты нет ядра. Возможно, экзопланета WESP-193b по структуре похожа на сахарную вату потому, что находится очень близко к звезде WESP-193. Но возраст этой звезды оценивается в 6 миллиардов лет, и при высоких температурах экзопланета должна была исчезнуть за миллионы лет. Чем больше ученые размышляют о новой для науки планете, тем больше у них возникает вопросов. Раскрыть тайны существования экзопланеты WESP-193b может помочь телескоп Джеймс Уэбб. Сомнений в том, что он сделает большой вклад в изучение планеты, в существование которой сложно поверить, нет. Он является самым мощным и дорогим космическим телескопом в мире. На его разработку, если учесть дату появления первых набросков, потребовалось 25 лет. После запуска в 2021 году при помощи него было совершено много важных для науки открытий. Например, мощный телескоп смог разглядеть атмосферу спутника Сатурна, а также уловил свет самых первых галактик во Вселенной. Благодаря мощным телескопам ученым удается открывать все больше планет за пределами Солнечной системы. Например, в 2022 году Любовь Соковикова рассказала об экзопланете, которая все время горит. А в 2023 году Андрей Жуков рассказал о другом открытии. Специалисты из НАСА обнаружили экзопланету с большим количеством метана. 9. Астероид 33 Полигимния может содержать химические элементы, которые неизвестны науке. У каждого химического элемента из периодической таблицы Менделеева имеется своя плотность массы. Так в науке принято называть меру того, насколько много вещества содержится в объекте по отношению к его объему. Например, металл свинец имеет высокую плотность массы, потому что он может иметь малый объем, но весить очень много. А вот воздух имеет низкую плотность массы, потому что он распространяется на большую площадь и при этом очень легкий. Самым плотным простым элементом считается металл осмий, а среди созданных экспериментальным путем таковым является инертный газ агонесон. Недавно ученые изучили астероид 33 Полигимния и пришли к выводу, что в его составе могут быть химические элементы рекордной плотности, которые до сих пор неизвестны науке. Астероид 33 Полигимния относится к космическим объектам главного пояса, то есть движется вокруг Солнца по орбите между Марсом и Юпитером. Он был открыт в октябре 1854 года французским астрономом Жаном Шакарнаком. Его название связано с именем греческой богини Музы и торжественных гимнов Полигимнии. Считается, что диаметр астероида 33 Полигимния достигает 54 километров, а по другим источникам все 120 километров. Он находится очень далеко от Земли, и при максимальном сближении в сентябре 2014 года расстояние между нами равнялось 133,8 миллиона километров. Даже по меркам космоса это огромная дистанция. По мнению физиков из Университета Аризоны, а также многих других ученых, главной особенностью астероида 33 Полигимния является его высокая плотность. По результатам расчетов, плотность массы этого космического объекта значительно превышает этот показатель у других известных астероидов. Исходя из этого можно считать, что в его состав могут входить химические элементы, которых нет в периодической таблице Менделеева.
Самым плотным известным науке простым веществом является осмий. Это металл серебристо-белого цвета, который под определенными углами обладает голубоватым отливом. Он очень твердый, но при этом хрупкий. Благодаря своей твердости и устойчивости к плавлению, он часто используется в качестве покрытия в трущихся деталях. Сплав осмия с вольфрамом, известный как осрем, используется в изготовлении нитей для ламп накаливания. Сплав осмия и платины необходим при изготовлении кардиостимуляторов и других хирургических имплантатах. Интересный факт: название осмия с древнегреческого переводится как «запах». Дело в том, что при взаимодействии с некоторыми химическими элементами он начинает вонять как гнилая редька. Еще более плотным химическим элементом является агонесон, но его невозможно найти в природе. Впервые он был создан в лабораторных условиях в 2002 году. Он был получен в результате ядерных реакций и представляет собой газ. На сегодняшний день агонесон официально является элементом периодической таблицы, но ученые не нашли ему применения. Он является ничем иным, как доказательством очередного научного достижения. В ходе недавнего исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале The European Physical Journal+, ученые решили объяснить высокую плотность астероида 33 Полигимния. Как бы они ни старались, им не удалось найти известные науке элементы, которые могли бы придать космическому объекту такое необычное свойство. На сегодняшний день способа получить образцы астероида 33 Полигимния нет. Нам доступно только изучение астероида Бену и других объектов. Но если бы такая возможность была, ученые с высокой долей вероятности смогли бы открыть новые химические элементы. Некоторые из них, более плотные, чем осмий, могли бы быть полезными в электронике и строительстве. Возможно, скоро ученые узнают еще что-нибудь интересное об астероиде 33 Полигимния. 10. Почему мы все еще не открыли 9-ю планету Солнечной системы? Многим людям космос кажется пустым и безжизненным, но на самом деле это не так. Как минимум, Солнечная система является очень оживленным местом, который полон движущимися планетами, спутниками, астероидами и другими космическими объектами. Каждый год ученые открывают все больше новых астероидов, однако все 8 сегодня известных планет были обнаружены уже в 1846 году. За последнюю сотню лет мы максимум открывали карликовые планеты вроде Плутона, но ничего более крупного в телескопы замечено не было. Но астрономы не останавливают поиски, потому что у них есть веские основания полагать, что в Солнечной системе есть еще одна, 9-я по счету планета. Ученые называют ее планетой X. Ученые уже сотни лет не могут найти ни одну новую для науки планету, которая находится поблизости нашего Солнца. Все, что удается открыть исследователям, это экзопланеты, находящиеся в других звездных системах. Некоторые из далеких от нас планет настолько необычные, что будто бы ломают законы физики и не должны существовать. Можно было бы подумать, что ученые уже нашли все планеты Солнечной системы, и продолжать поиски бессмысленно. Но нет, они не опускают руки, потому что, судя по движению карликовых планет, телескопы упускают из виду какой-то крупный объект. У каждого объекта есть гравитационное притяжение, и чем больше размер этого объекта, тем больше его гравитация. Гравитационное притяжение Земли удерживает все на ее поверхности, включая нас с вами. Солнце обладает еще большим притяжением, и именно из-за этой силы планеты вращаются вокруг него. Когда ученые смотрят на находящиеся далеко от нас карликовые планеты, они замечают, что они вращаются по необъяснимой орбите. В частности, они перемещаются по очень большим орбитам овальной формы, сгруппированы вместе и находятся под наклоном по отношению к остальной части Солнечной системы. Ученые попробовали воссоздать модель космоса на компьютере и пришли к выводу, что карликовые планеты могут двигаться так только в том случае, если рядом с ними находится огромная планета, масса которой в 6 раз больше массы Земли. То есть, у ученых есть веские основания полагать, что где-то на окраинах Солнечной системы есть еще одна,
9-я по счету планета. Но почему же до сих пор не смогли увидеть ее в телескоп? Ведь у нас уже давно есть легендарный Хаббл, а в 2021 году в космос отправился мощнейший долгострой космический телескоп Джеймс Уэбб. Расчеты ученых показывают, что 9-я планета должна находиться примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Это невообразимо большое расстояние, а ведь для обнаружения новых планет Солнечной системы нужно, чтобы свет Солнца хотя бы немного достигал объекта и отражался от него. Все новые объекты открываются только благодаря тому, что от них отражается солнечный свет. Учитывая то, что гипотетическая 9-я планета находится так далеко от Солнца, отражение света должно быть очень слабым. Его можно увидеть только в очень мощный телескоп и при определенных условиях. Например, наземные обсерватории могут увидеть настолько слабо освещенный объект только в безлунную ночь и только когда смотрят в строго определенную часть неба. На сегодняшний день подходящего по мощности телескопа не существует. Но отчаиваться не нужно, разработка таких систем уже ведется, и в будущем у нас есть шанс открыть планету X. У вас мог возникнуть вопрос, почему мы не можем увидеть 9-ю планету, если телескопы вроде Джеймса Уэбба прекрасно видят планеты за пределами Солнечной системы. Это связано с тем, что экзопланеты находятся вблизи собственных звезд и прекрасно подсвечены, они хорошо заметны на фоне темного космоса. А вот 9-я планета находится далеко от нашего Солнца и не подсвечена. Важно отметить, что некоторые ученые не верят в существование 9-й планеты, а некоторые исследователи, наоборот, склонны предполагать, что она может быть ближе, чем кажется. Все эти разногласия могут дополнительно усложнять поиски, но когда-нибудь ученые все же доберутся до правды. 11. Группа школьников обнаружила странное поведение астероида, столкнувшегося с космическим кораблем НАСА. В сентябре 2022 года космический аппарат НАСА DART столкнулся с астероидом Диморфос, спутником более крупного астероида Дидимос. Задача миссии заключалась в том, чтобы сместить астероид с орбиты. Этот эксперимент стал первым шагом на пути к созданию системы защиты Земли от астероидов. Он прошел вполне успешно, но не так, как рассчитывали ученые. Ранее астероид Диморфос ускорился на гораздо большую скорость, чем должен был по расчетам ученых. В недавнем же исследовании была обнаружена еще одна странность, которая стала неожиданностью для ученых. Спустя некоторое время астероид стал замедляться. Самое интересное, что обнаружила это явление группа старшеклассников из американской школы The Sacher School. Столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморфос продемонстрировало, что за счет кинетической энергии действительно можно повлиять на траекторию полета астероидов. Например, если когда-нибудь опасный астероид направится к Земле, ученые смогут обеспечить его отклонение от опасной траектории, чтобы избежать столкновения. Конечно, отклонение будет минимальным, так как космический аппарат имеет сравнительно небольшую массу по сравнению с массой небесного тела. Но если обеспечить столкновение заранее, то есть на большом расстоянии от Земли, даже минимального отклонения должно хватить, чтобы избежать катастрофы. Согласно расчетам ученых НАСА, космический аппарат DART должен был придать астероиду ускорение, чтобы сократить период его обращения вокруг астероида Дидимос на 7 минут. Но в итоге это время сократилось на 33 минуты, во всяком случае, в первое время после удара. Ученые предполагают, что аномальное ускорение связано с выбросом газов, то есть возник эффект реактивного двигателя. Но, как мы сказали выше, на этом странности не закончились. При помощи 0,7-метрового телескопа школьной обсерватории The Sacher School школьники продолжили измерять период обращения Диморфоса и обнаружили, что скорость небесного тела стала уменьшаться, причем это происходило в течение всего периода наблюдения. В результате уже спустя несколько дней после столкновения период обращения стал значительно больше, чем было указано в официальных сообщениях. Как сообщают начинающие исследователи, разница составляла 34 минуты. Поведение астероида стало неожиданным для ученых, но следует учитывать,
что это был первый в истории подобный эксперимент. Поэтому многие нюансы изначально не были и не могли быть учтены. В частности, исследователи НАСА не предвидели последующее замедление астероида. Но с чем вообще оно было связано? Ранее ученые сообщали, что в результате столкновения небесного тела с космическим аппаратом возник кратер диаметром в десятки метров, при том, что диаметр всего астероида составляет 160 метров. Грунт из этого кратера был выброшен на орбиту. Однако со временем он стал падать на Диморфос. Падение обломков на астероид стало его замедлять, так как они передавали ему импульс. Это можно представить как столкновение двух бильярдных шаров, при котором изменяется их скорость и траектория. Правда, пока все выводы относительно поведения астероида являются только предположением. Более точная информация будет получена только в конце 2026 года, когда космический аппарат Европейского космического агентства Hera достигнет системы двух астероидов и проведет исследования. В настоящее время Диморфос уже стабилизировал скорость и орбиту, поэтому новых неожиданных ситуаций быть не должно. Надо сказать, что полученные в 2026 году данные, возможно, помогут сделать систему защиты Земли от астероидов более точной и надежной, так как ученые смогут просчитывать изменения траектории с учетом всех факторов, которые на нее влияют. Напомним, что астероиды представляют вполне реальную угрозу для нашей планеты. Причем прецеденты, когда астероид становился причиной массового вымирания, уже были. 12. В 2024 году аппарат НАСА почти совершит посадку на Солнце. Это будет эпохальное событие. В 2018 году аэрокосмическое агентство НАСА запустило в космическое пространство солнечный зонд Паркер. С этого момента прошло почти 6 лет, и на сегодняшний день этот исследовательский аппарат является рекордсменом по скорости движения и максимальному приближению к Солнцу. В сентябре прошлого года зонд Паркер смог разогнаться до 176,5 км в секунду и приблизиться к Солнцу на 7,26 миллионов километров. А в 2024 году он сможет развить еще большую скорость и, как выражаются ученые, почти приземлиться на поверхности Солнца. По важности это достижение человечества может стать таким же, как высадка на Луну в 1969 году. По данным научного издания Science Alert, аэрокосмическое агентство НАСА ожидает от Паркера достижения скорости 195 км в секунду 24 декабря 2024 года. На официальном сайте агентства говорится, что аппарат впервые прикоснется к Солнцу, чтобы получить первые в истории образцы атмосферы звезды. По сути, мы почти приземлимся на звезду. Это будет монументальное достижение для всего человечества, эквивалентное высадке на Луну в 1969 году, поделился ученый BBC Нур Рауафи. В ходе своего рекордного приближения к Солнцу исследовательский зонд соберет данные о звезде при помощи встроенного в него оборудования. Самой главной задачей этой миссии является выяснение причин образования солнечного ветра и его дальнейшего распространения в космосе. На своем пути созданный людьми аппарат столкнется с сильной жарой и радиацией. Он подлетит к Солнцу в 7 раз ближе, чем любой другой космический аппарат. Справедливости ради стоит отметить, что зонд Паркер войдет в атмосферу Солнца не в первый раз. О том, что исследовательский аппарат прошел через самый верхний и горячий слой атмосферы Солнца и пробыл внутри около 5 часов, ученые уже рассказывали в 2021 году. После этого он совершил еще много облетов небесного светила. В сентябре прошлого года он сделал 17-й из 24 запланированных витков. Именно в этот момент он поставил нынешний рекорд, разогнавшись до 176,46 км в секунду и приблизившись к Солнцу на 7,26 миллиона километров. В декабре 2024 года скорость солнечного зонда Паркер составит 195 км в секунду, и расстояние между ним и Солнцем будет равняться примерно 6,1 миллионам километров. По словам руководителей миссии,
Это будет предельно возможное приближение аппарата к Солнцу, в будущем он не сможет сильнее коснуться горящего шара потому, что у него не будет места для маневра. Ожидается, что он пробудет внутри атмосферы Солнца больше всего времени и соберет максимум полезных данных. Температура Солнца оценивается в 5499 градусов Цельсия, поэтому многие люди не понимают, каким образом солнечному зонду Паркер удается оставаться в рабочем состоянии даже при максимальном приближении к горящему объекту. В первую очередь это связано с тем, что самый горячий слой атмосферы Солнца, корона, хоть и обладает чрезвычайно высокой температурой, имеет очень низкую плотность. Чтобы понять, насколько жарко аппарату Паркер, представьте, что вы засовываете руку в духовку и горячую воду, но не делайте этого в реальности. Внутри печки рука сможет выдерживать высокую температуру больше времени, чем в кипятке, потому что в ней конечность взаимодействует с меньшим количеством горячих частиц, чем в воде. Так что зонду Паркер в солнечной атмосфере жарко, но не настолько, как может показаться. По расчетам ученых, направленная в сторону Солнца зонда поверхность нагревается примерно до 1400 градусов Цельсия. Это не так много, как фактическая температура Солнца, но все равно ощутимая жара. Для защиты основной технической начинки аппарата ученые разработали щит Thermal Protection System, TPS. Его диаметр равен 2,4 метра, а толщина составляет 115 мм. По сути, это углеродная пена, которая зажата между двумя углеродными пластинами, покрытыми белой краской. Она максимально отражает солнечное тепло. Тесты на Земле показали, что щит TPS способен выдержать 1650 градусов жары и полностью оградить научные приборы от Солнца. Примечательно, что самый главный прибор зонда находится чуть выше щита. Речь идет о датчике Solar Probe Cube, который занимается сбором данных о солнечном ветре. Чтобы он успешно собрал информацию и отправил на Землю, его сделали из титан-цирконий-молибденовых пластин, которые плавятся только при более 2349 градусах Цельсия. Внутренние чипы сделаны из вольфрама с точкой плавления 3422 градуса Цельсия. Провода внутри аппарата сделаны из металла ниобия, а для их смыкания использовались сапфировые кристаллы. Благодаря работе аппарата Паркер в экстремальных условиях, человечество может узнать о Солнце много чего интересного. Возможно, эти данные помогут нам лучше защищаться от магнитных бурь, которые происходят очень часто и представляют опасность как для техники, так и для здоровья людей. 13. Что произойдет, если взорвать астероид ядерной бомбой? Теперь есть ответ. В фильмах-катастрофах уничтожение угрожающего Земле небесного тела ядерным взрывом уже стало классикой жанра. Но что будет, если использовать эту идею в реальной жизни? Эксперты сообщают, что использование ядерных зарядов требует сложных и точных расчетов. В противном случае, попытка уничтожить астероид может плохо закончиться не только для самого объекта, но и нашей планеты. Чтобы выяснить, что произойдет при ядерном взрыве в той или иной ситуации, ученые впервые создали высокоточную компьютерную модель. По мнению самих авторов, она может стать серьезным инструментом в будущей системе защиты Земли от угроз из космоса. Теоретически, если нашей планете будет угрожать астероид, и у людей будет время отреагировать, можно отправить к объекту мощные ядерные заряды и взорвать их. Но насколько ядерный взрыв поможет решить проблему? По мнению экспертов, пытаться уничтожить объект не имеет смысла. Ядерный взрыв раздробит астероид на множество крупных частей, которые могут причинить планете не меньше вреда, чем целый астероид. Причем большое количество обломков отклонить от траектории гораздо сложнее или вообще невозможно, в отличие от одного астероида, даже очень большого. Однако, по мнению ученых, ядерный заряд может быть использован для отклонения траектории объекта. Но взрыв должен быть очень точно рассчитан, чтобы не раздробил астероид, а лишь изменил направление движения. Взрывной метод отклонения ядерной бомбой ученые называют ядерной абляцией,
при которой излучение взрыва испаряет часть поверхности астероида, при этом возникает взрывная тяга, изменяющая скорость и траекторию объекта. Как сообщают ученые, ядерные заряды обладают самым большим коэффициентом плотности энергии на единицу массы среди технологий, существующих на сегодняшний день. Это может сделать их использование эффективным инструментом для защиты планеты от астероидной угрозы. Но, как уже было сказано выше, это возможно только при наличии точных расчетов. Точно показать, что произойдет с тем или иным астероидом при ядерном взрыве, может компьютерное моделирование, которое учитывает воздействие рентгеновского излучения на астероид, абляцию материала и другие сложные физические процессы, происходящие в различных астероидных материалах. К таким материалам относятся породы, железо, лед и так далее. Сотрудники Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса смогли создать именно такой инструмент моделирования, учитывающий различные параметры. Как сообщают авторы работы, разработанный ими инструмент улучшает понимание не только того, как излучение ядерного взрыва взаимодействует с поверхностью астероида, но и показывает динамику ударной волны, которая может повлиять на внутреннюю часть объекта. Модель даже способна показать, как фотоны проникают сквозь поверхности астероидоподобных материалов. Об этом сообщается в издании The Planetary Science Journal. Причем модель может выполнять расчеты с различными астероидными материалами. Поэтому она применима к широкому спектру возможных сценариев, связанных с угрозой, исходящей от астероидов. При создании модели ученые использовали многие данные, полученные во время миссии DART. Напомним, что задача миссии состояла в том, чтобы изменить траекторию полета астероида путем кинетического воздействия. Проще говоря, космический аппарат врезался в астероид, в результате чего изменил его траекторию движения. Несмотря на то, что результаты оказались не такими, как предполагали ученые, этот эксперимент все равно предоставил много ценных данных. По мнению авторов работы, созданный ими инструмент может иметь важное значение в будущей системе защиты планеты от астероидов. В обозримом будущем, к счастью, Земле никакие крупные астероиды не угрожают. Однако объектов, которые теоретически способны уничтожить нашу планету, существует тысячи. 14. Какого размера Солнце на самом деле? Ученые сомневаются в нынешних знаниях. Солнце является самой близкой к Земле звездой, и без нее жизнь на нашей планете была бы невозможной. За многие годы исследований ученые узнали о ней очень много интересной информации. Например, науке точно известно, что температура поверхности Солнца составляет около 5,5 тысячи градусов Цельсия. Вокруг звезды вращается 8 полноценных планет, 5 карликовых планет, десятки тысяч астероидов, а также триллионы комет и ледяных тел. Возраст Солнца оценивается примерно в 4,6 миллиарда лет, и сейчас звезда находится примерно в середине своего жизненного цикла. На протяжении многих лет считалось, что радиус Солнца составляет 695 700 километров. Однако результаты новой научной работы показали другую цифру. Теперь ученые сомневаются в верности их нынешних знаний. Несмотря на то, что на изображениях планеты и звезды изображаются в форме сферы, они не являются идеально круглыми. Даже наша планета Земля не сферическая, а сплюснута в области полюсов, и ее форма называется геоидом. Другие планеты и космические объекты тоже имеют неровности, и далеко не все из них имеют четкие границы. Например, у ученых нет четкого определения того, где находятся границы Солнца. Согласно результатам исследования, проведенного в 2015 году, радиус Солнца равен 695 700 километрам. Сотрудники Международного астрономического союза получили такую цифру путем изучения фотосферы, видимого слоя звезды, это ее глубокий слой, который ученые уверенно принимают за поверхность и используют в компьютерных моделях в рамках научных исследований. Но изучение фотосферы – это далеко не единственный способ измерить радиус звезды, существуют и другие методы. В рамках новой научной работы
результаты которой были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Японские ученые применили метод астросейсмологии, изучения внутренних вибраций звезд, аналогично изучению землетрясений на Земле. Ее суть заключалась в том, что астрономы будто бы прослушали внутренние звуки Солнца, чтобы узнать больше о его свойствах вроде размера. В рамках прошлых исследований ученые прослушивали F-волны, которые очень близки к поверхности Солнца. А в новой научной работе астрономы рассчитывали размер Солнца, ориентируясь на P-волнах, которые проходят сквозь всю толщу Солнца, в том числе и через его ядро. Нельзя сказать, что этот способ измерения радиуса Солнца лучше или хуже. У него свои хорошие и плохие стороны. P-волны — это колебания, которые проходят через все Солнце и дают представление обо всей его структуре, а F-волны — это колебания, которые распространяются по поверхности и дают представление только о его верхних слоях, сказал профессор Дуглас Гофф, когда его спросили, почему они выбрали именно этот метод для измерения размера Солнца. Результаты новой научной работы показали, что радиус Солнца составляет 695 780 километров. Это на 80 километров больше, чем первоначальные сведения, которые были получены во время изучения фотосферы звезды. Разница в результатах не особо чувствительная, однако она может иметь значение при проведении исследований. По какой причине возникают такие различия при разных методах определения размеров Солнца, ученым до конца не ясно. Есть предположение, что это связано с солнечными циклами, периодически повторяющимся процессом изменения активности Солнца. Они длятся по 11 лет и заключаются в том, что у Солнца заметно колеблются яркость, активность магнитных полей и так далее. Не исключено, что эти изменения и влияют на радиус звезды. В общем, точный размер Солнца ученым неизвестен, все методы расчетов дают разные результаты. Ближайшая к нам звезда остается крайне неизученным объектом, причем она регулярно нас удивляет. Например, в октябре 2023 года на поверхности Солнца образовался огненный каньон длиной 100 тысяч километров. По мнению специалистов, он появился после разрыва солнечной нити, которая представляла собой дугу из наэлектризованного газа или плазмы. После этого произошел корональный выброс массы, и северное сияние можно было наблюдать даже на территории России. 15. В космосе произошел крупнейший взрыв, его отголоски достигли Земли. 9 октября 2022 года в космической темноте вспыхнул самый яркий взрыв за всю историю наблюдений. Гамма-всплеск, получивший название JRB 221009A, произошел примерно в 2,4 миллиарда световых лет от Земли и был настолько мощным, что стал причиной больших колебаний электрического поля ионосферы Земли, о чем говорится в недавно опубликованном исследовании. Ученые из Университета Аквилы и Национального института астрофизики в Италии предоставили доказательства изменения электрического поля ионосферы на расстоянии около 500 километров. Новая работа, опубликованная в журнале Nature Communications, проливает свет на сложные взаимодействия между космическими явлениями и слоями атмосферы Земли, предлагая ценную информацию о последствиях экстремальных астрофизических событий на нашей планете. Гамма-всплески — это самые мощные взрывы во Вселенной, которые представляют собой краткие вспышки высокоэнергетического света. Считается, что они являются результатом самых взрывоопасных событий на космических просторах, включая рождение черных дыр и столкновение нейтронных звезд. По данным НАСА, гамма-всплески, длящиеся от нескольких миллисекунд до нескольких минут, могут быть в сотни раз ярче обычной сверхновой. Первое наблюдение гамма-всплеска состоялось 2 июля 1967 года с помощью американского спутника Vela-4A, входящего в серию космических аппаратов для обнаружения рентгеновского и гамма-излучения, изначально предназначенных для мониторинга любых ядерных испытаний. В период с 1971 по 1973 год ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории изучали несколько гамма-всплесков, обнаруженных спутниками Вела
и определили, что гамма-всплески имеют космическое происхождение. С тех самых пор исследователи очарованы этими массивными космическими взрывами и их источниками. Гамма-всплески — это космические лаборатории, которые позволяют нам изучать состояние материи и физику, которые невозможно воспроизвести на Земле, объясняет Брэндон О'Коннор, научный сотрудник Центра космологии МакУильямса при Университете Карнеги-Меллон. Как объясняют специалисты по изучению массивных космических взрывов, гамма-излучение, связанное с гамма-всплесками, создается коллимированной струей материала, движущейся почти со скоростью света, так называемыми релятивистскими скоростями, что позволяет изучать механизмы излучения релятивистских частиц. Так, местоположение гамма-всплесков информирует исследователей о формировании и эволюции галактик и звезд на протяжении всей истории Вселенной. Астрофизики отмечают, что источник, или причина, гамма-всплеска зависит от его длительности. Так, гамма-всплески, которые длятся менее 2 секунд, являются результатом слияния двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры. Более длительные гамма-всплески, которые могут длиться часами, происходят во время коллапса массивных звезд, то есть рождения черных дыр. По словам профессора Редвудского университета Эндрю Ливана, за несколько секунд гамма-всплеск может испустить столько энергии, сколько Солнце выделит за все 9 миллиардов лет своей жизни. Исследователи также отмечают, что гамма-всплески тесно связаны с галактиками, в которых происходит интенсивное звездообразование. В прошлом считалось, что гамма-всплески способны убить всю жизнь в галактике, однако эта теория сегодня опровергнута. Все потому, что энергия гамма-всплесков напоминает лучи, подобно тем, что исходят от маяка. Это, однако, не значит, что они полностью безопасны. Так, эксперты Европейского космического агентства полагают, что все, что попадает в радиус 200 световых лет от излучения, испарится. Среди множества зарегистрированных на сегодняшний день гамма-всплесков самым мощным является GRB 221009A, произошедший в созвездии Стрельца 9 октября 2022 года, а его излучение шло до Земли 1,9 миллиарда лет. Этот мощнейший взрыв длился около 7 минут и был обнаружен более чем через 10 часов после первоначального наблюдения. Вспышку зафиксировали сразу несколько космических обсерваторий, включая Свифт и Ферми, а также Интеграл. Вспышка света от новорожденной черной дыры, находящейся в миллиардах световых лет от нашей планеты, ударила по Земле с такой силой, что потрясла верхние слои атмосферы, сообщают авторы нового исследования. Теперь же, через год после крупнейшего в истории наблюдений гамма-всплеска с помощью спутниковых наблюдений и специально разработанной аналитической модели, ученые доказали, что GRB 221009A оказал глубокое влияние на проводимость ионосферы Земли, вызвав сильное возмущение не только в нижней части ионосферы, но и в верхней, на высоте около 500 километров. И хотя вероятность событий на уровне вымирания из-за гамма-всплесков считается незначительной, астрофизики признают потенциальные риски, связанные с их огромной мощностью. Но какой именно эффект на ионосферу оказал GRB 221009A, и стоит ли беспокоиться? Напомним, что ионосфера – это ионизированная часть верхних слоев атмосферы Земли, расположенная на высотах примерно от 50 до 1000 километров. Она является важнейшей областью, в которой атмосфера соприкасается с космосом. Ионосфера играет жизненно важную роль в защите нашей планеты от экстремального ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца, так как ионизирует атмосферные атомы и молекулы, создавая пучок свободных электронов. Ионосфера также отражает радиоволны, которые мы используем для связи и навигационных систем. Так, во время вспышек на Солнце исследователи фиксируют изменения в нижних слоях ионосферы, что и произошло в случае с самым мощным взрывом на просторах Вселенной. По словам авторов научной работы, последствия GRB 221009A сравнимы с последствиями солнечной вспышки. К счастью, беспокоиться о последствиях мощнейшего гамма-всплеска не стоит,
земная атмосфера поглотила его до того, как последнее приблизилось к поверхности. Подобные гамма-всплески, тем не менее, могут взаимодействовать с атмосферой на больших высотах. Так как ранее влияние гамма-всплесков на всю ионосферу изучено не было, мы использовали спутниковые данные и впервые смогли обнаружить и измерить вариации электромагнитного поля на больших высотах ионосферы, говорится в работе. Эффект все же был огромным, зафиксированное воздействие на ионосферу сохранялось около 10 часов. Эти данные, по словам исследователей, могут помочь им лучше понять и смоделировать воздействие отдаленных взрывов на атмосферу Земли и предсказать, что могло бы произойти, если бы один из них произошел поблизости. Беспрецедентный поток фотонов, связанный с GRB 221009A, оказал сильное влияние на проводимость ионосферы Земли, пишут исследователи. Отметим, что фотоны гамма-излучения обладают энергией в от миллиарда до триллиона раз, превышающей энергию видимых фотонов, и испускаются в результате высокоэнергетических событий. Атмосфера Земли, стабильность ионизации которой имеет решающее значение для эволюции и выживания жизни, подвергается воздействию космических взрывов, которые производят высокоэнергетические гамма-всплески, GRB. Фактически, огромное изменение электрического поля ионосферы, вызванное сильным изменением проводимости ионосферы, было обнаружено в верхней части ионосферы 507 километров, но никто ничего не заметил. Разве наш маленький защитный атмосферный пузырь не прекрасен? 16. Правда ли, что в 2025 году у Сатурна исчезнут кольца? Сатурн является шестой планетой Солнечной системы, и ее очень легко узнать по наличию колец. Считается, что эта планета преимущественно состоит из водорода с примесями гелия, метана и аммиака, поэтому ее будет правильнее называть газовым гигантом. По расчетам ученых, кольца Сатурна образовались всего лишь несколько миллионов лет назад, то есть во времена динозавров их еще не существовало. Они появились в результате разрушения спутника после столкновения с астероидом или другим космическим объектом. Будучи смесью водяного льда и пыли, они держатся вблизи планеты силами магнитного поля. В интернете распространяются слухи о том, что кольца Сатурна постепенно исчезают, и в 2025 году их никто не увидит. Неужели это правда? Исчерпывающий ответ на вопрос об исчезновении колец Сатурна изданию Science Alert недавно дал профессор астрофизики Джонти Хорнер. Его ответ пришелся как нельзя кстати, потому что новости о скором исчезновении колец Сатурна появились в ноябре 2023 года и начали стремительно распространяться по интернету. Например, об этом написали авторы Earth.com. Судя по ответу астрофизика, правда находится где-то посередине. Действительно, в 2025 году кольца Сатурна станут невидимыми. Но это совершенно не значит, что они исчезнут полностью. Спустя некоторое время они появятся снова. Физически они никуда не пропадут, просто скоро планета будет наклонена к Земле и Солнцу под углом, не дающим наблюдать за кольцами так, как обычно. Со школьных времен мы знаем, что Земля постоянно вращается вокруг Солнца. К тому же экватор нашей планеты наклонен на 23,5 градуса от плоскости орбиты. Совершая круги вокруг Солнца, мы поочередно наклоняем к ней то одно, то другое полушарие. Когда полушарие, в котором вы живете, наклоняется в сторону Солнца, дни удлиняются, а ночи укорачиваются, так начинаются весна и лето. А когда полушарие отклоняется от Солнца, дни становятся короче, а ночи длиннее, так проходит осень и зима. С точки зрения Солнца, Земля будто бы кивает вверх и вниз, попеременно демонстрируя свои полушария во время движения вокруг нашей звезды. То же самое происходит с планетой Сатурн, причем вместе с самим газовым гигантом кивают и его кольца. Когда газовая планета находится под определенным углом, его кольца очень хорошо видны. Но в определенные моменты она наклоняется таким образом, что кольца становятся практически невидимыми с Земли, они становятся ребром. Если учесть, что толщина колец Сатурна в некоторых местах составляет всего лишь несколько десятков метров,
С расстояния около 1500 миллионов километров их невозможно разглядеть. Чтобы лучше понять, что произойдет с Сатурном, в 2025 году возьмите лист бумаги и поверните его ребром к себе. Если держать ровно и без тряски, ее не будет видно. То же самое из-за изменения наклона газового гиганта произойдет с его кольцами. К большому счастью, невидимость колец Сатурна продлится недолго. Последний раз они исчезали в 2009 году и в течение нескольких месяцев снова стали видны. Ближе к 2025 году они исчезнут, но начнут появляться уже в марте того же года. Потом, в ноябре кольца снова исчезнут с поля зрения. Потом они снова станут видимыми, и ученые смогут продолжить их изучение при помощи самых мощных телескопов. Справедливости ради стоит отметить, что прямо сейчас посмотреть на Сатурн своими глазами имеете возможность и вы. Лучше всего для этого использовать телескоп, а если его нет, подойдет и хороший бинокль. Узнать, где находится Сатурн на небе, можно через специальные сайты или сервисы. Например, о расстоянии до планеты, уровне его видимости и других интересных параметрах можно узнать на сайте InSpace. 17. Меркурий продолжает уменьшаться в объеме. Почему это происходит? Когда речь заходит о ближайшей к Земле планете, многие люди называют Марс или Венеру. На самом же деле оба эти ответа неверные, так как ближе всех к Земле находится Меркурий, который считается первой планетой от Солнца. Дело в том, что большую часть времени он проводит вовсе не возле звезды. А еще Меркурий является самой близкой планетой к любой другой планете Солнечной системы. Некоторые планеты подходят ближе друг к другу, но моментально расходятся. Но на этом удивительные факты о нем не заканчиваются. Еще в середине 70-х годов миссия НАСА Mariner 10 зафиксировала следы того, что планета уменьшается. Впоследствии ученые не только подтвердили эту информацию, им даже удалось подсчитать, насколько планета уменьшилась. Однако до последнего момента было неясно, продолжается ли этот процесс или прекратился миллиарды лет назад. Меркурий не представляет такого интереса для ученых, как, например, Марс, так как условия на его поверхности гораздо более экстремальные. Кроме того, что отсутствует атмосфера, температура здесь достигает 430 градусов Цельсия, а световой день длится 59 земных дней. Тем не менее, некоторые особенности этой планеты заставляют ученых уделить ей внимание. К таким особенностям относится ее сжатие. Надо сказать, что ученым давно известно, что планета сжималась на протяжении миллиардов лет. И еще в 1974 году аппарат Mariner 10, пролетая мимо Меркурия, снял огромные уступы высотой более километра, которые тянутся по поверхности планеты на сотни километров. В 2011-2015 годах аппарат NASA Messenger обнаружил, что лопастые уступы находятся во всех частях планеты. Напомним, что уступы представляют собой ступенеобразные углубления. По мнению ученых, обнаруженные уступы являются следствием сжатия планеты изнутри. Когда размер внутренней части планеты уменьшается, на поверхности становится слишком много коры, в результате чего ей приходится уменьшать свою площадь. Происходит это путем надвига одного участка коры на другой, то есть один участок местности выталкивается за прилегающую местность. В результате уступы являются своего рода морщинами, подобными тем, которые появляются на подсыхающем яблоке. Еще в 2014 году при помощи ударных кратеров ученые обнаружили, что возраст уступов составляет около 3 миллиардов лет. Метод датирования достаточно простой: чем выше плотность ударных кратеров, тем соответственно выше возраст поверхности уступов. Также ученые выяснили, что планета уменьшилась в диаметре на 7 километров. В самом начале этого пункта мы не зря сказали, что Меркурий можно считать ближайшей к Земле планетой. В результате того, что он отдаляется от Солнца на приличные расстояния, его внутренняя часть остывает из-за утечек тепла. К слову, остывают недра не только Меркурия, но и нашей планеты. Причем это происходит быстрее, чем ранее предполагали ученые.
Можно даже предположить, что с этими процессами связано ослабление магнитного поля нашей планеты. Как известно, вещества при охлаждении уменьшаются в объеме, за исключением воды, которая при замерзании наоборот увеличивается. С этими процессами внутри Меркурия и связано его сжатие. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, ученые обнаружили, что уступы продолжают движение, несмотря на то, что образовались миллиарды лет назад. Об этом говорят небольшие трещины, которые тянутся вдоль углублений. На Земле такие трещины возникают, когда кора растягивается. Но как они могли появиться на поверхности Меркурия, кора которого наоборот сжимается? По мнению исследователей, трещины возникли в результате изгиба напорного участка коры. Например, если вы возьмете пластиковую линейку и начнете давить ее торцом в стену, она будет сгибаться до тех пор, пока в какой-то момент не треснет. То же самое происходит и с корой уменьшающегося в объеме Меркурия. Согласно данным исследования, трещины имеют ширину менее 1 километра и глубину не более 100 метров. Это говорит о том, что они появились недавно, в противном случае за миллиарды лет от них не осталось бы и следа. Предположительно, возраст трещин, или грабинов, как их назвали ученые, составляет не более 300 миллионов лет, что является совсем небольшим возрастом в геологическом масштабе Меркурия. 18. На поверхности спутника Юпитера обнаружен загадочный источник углерода. Европа – один из спутников Юпитера, который считается объектом Солнечной системы, где потенциально может присутствовать жизнь. Он полностью покрыт льдом, а под ним предположительно находится океан из соленой воды. В этом океане теоретически могут жить микроорганизмы. По понятным причинам, получить доказательства этому ученые пока не могут, поэтому выводы можно сделать лишь на основе косвенных признаков. Одним из таких признаков является углерод, который был обнаружен на поверхности спутника. Он, как известно, является важным элементом для возникновения жизни, однако до последнего момента было неясно, откуда он берется, поднимается на поверхность из океана или имеет другой источник, например, попадает из космоса. Теперь же ученым удалось ответить на этот вопрос, однако загадка до конца все равно не раскрыта. Чтобы выяснить, где находится источник углерода на спутнике Юпитера, группа ученых из США воспользовалась данными, полученными телескопом Джеймс Уэбб. Это позволило создать карту СО2 на поверхности спутника. Как выяснилось, наибольшее скопление этого газа находится в районе Тара-Реджа, обширной территории, где множество хребтов и трещин. Напомним, что Европа считается самым гладким объектом Солнечной системы. Поэтому хаотический рельеф на участке Тара-Реджа можно считать аномалией, а не нормой. Считается, что на этом участке теплая вода поднимается на поверхность, в результате чего растапливает лед. Затем вода повторно замерзает, в результате чего и образуется неровный рельеф. В одном из недавних исследований ученые проанализировали данные с телескопа Джеймс Уэбб, чтобы выяснить, мог ли углекислый газ возникнуть не из океана спутника, а другого источника, например, упавшего астероида. В результате они пришли к выводу, что углерод возник именно из недр Европы. Однако оставалось неясным, в каком виде он оказался на поверхности, сразу газообразном или в виде камнеобразных карбонатных минералов, которые впоследствии превратились в СО2 под воздействием радиационного излучения. В районе Тара-Реджа также была обнаружена поваренная соль, из-за которой этот участок не настолько белоснежный, как остальная часть спутника. По мнению ученых, она могла оказаться на ледяной поверхности так же, как и углерод, то есть из океана. Это значит, что на каких-то участках вода должна вырываться наружу, как, например, на другом спутнике Сатурна Энцеладе. В ходе второго исследования, проведенного на основе данных с того же телескопа, ученые НАСА пытались обнаружить эти гейзеры воды или летучих газов, которые вырываются на поверхность и переносят углерод из глубин океана на поверхность. В результате они подтвердили результаты первого исследования – углерод возник из недр спутника. Однако никаких шлейфов воды обнаружено не было. Об этом авторы работы сообщают в журнале Science.
Скорее всего, источник углерода на поверхности спутника останется загадкой до тех пор, пока Европа не будет тщательно исследована космическими аппаратами Юпитер Джус и Европа Клиппер. Первый был запущен Европейским космическим агентством еще в апреле нынешнего года, а миссия НАСА Европа Клиппер запланирована на октябрь этого года. Однако результаты исследований будут получены не скоро. Например, аппарат Юпитер Джус пролетит мимо Европы только в 2032 году. Он также исследует два других спутника Юпитера, Ганимед и Каллиста, на которых тоже был обнаружен углерод. Главная же цель обеих миссий – выяснить, есть ли на спутниках условия для поддержания жизни. Но ученые предупреждают, что на спутниках экстремальные условия, поэтому даже если жизнь будет обнаружена, это будут примитивные микробы. Ни о какой разумной жизни речи быть не может. Хотя не все с этим утверждением согласны. По мнению некоторых специалистов, в океане Европы могут жить существа, напоминающие осьминогов. Кто знает, вполне возможно, что они обладают разумом. Но это предположение скорее относится к фантастике, а не науке. 19. Загадочные вспышки на поверхности Венеры оказались не молниями. Венера имеет густую и смертоносную для человека атмосферу толщиной около 250 километров, которая постепенно из газообразного состояния у поверхности планеты переходит в жидкое. Облачный покров при этом периодически озаряется вспышками света. Впервые они были замечены советским аппаратом Венера, а впоследствии их также зафиксировал японский зонд Акацуки и телескоп Койпера. Ученые изначально предположили, что они вызваны молниями, подобными тем, которые возникают на Земле. Поэтому Венера часто изображается с молниями в облаках. Однако в недавнем исследовании ученые пришли к выводу, что на самом деле электрические разряды не имеют отношения к этому явлению. Молнии, которые возникают на Земле, вызывают не только световые вспышки. Они также образуют радиоволны, гром, звуковые волны и электромагнитные поля. Если на Венере возникают такие же молнии, как и на нашей планете, то все эти явления должны происходить одновременно. Однако исследования показали, что вспышки на Венере не сопровождаются одновременными электромагнитными полями и радиоволнами. Это говорит о том, что ученые долгое время ошибались, световые явления на самом деле не связаны с электрическими разрядами. Поэтому ученые нашли им альтернативное объяснение. Ученые предполагают, что вспышки, которые были зафиксированы зондами и телескопом, вызваны падением метеоров. Они, как известно, быстро сгорают в атмосфере, что также приводит к световым вспышкам. Согласно оценкам команды, для этого достаточно метеоров диаметром всего 1 сантиметр. Мы хотели, чтобы молния существовала, но как хорошие ученые, мы попытались доказать, что ее нет, говорит Клэр Бласки, ведущий автор исследования. Согласно данным наблюдений, частота вспышек на Венере примерно соответствует количеству метеоров, падающих на Землю, около 100 штук в сутки. Об этом ученые сообщают в журнале Journal of Geophysical Research Planets. Поэтому версия кажется вполне правдоподобной. Новое исследование не опровергает существование молний в атмосфере Венеры, а говорит лишь о том, что вспышки света, зафиксированные ранее, с ними не связаны. По мнению исследователей, молнии могут существовать ближе к поверхности планеты, поэтому они могут быть не так хорошо видны, как вспышки от метеоров в верхних слоях атмосферы. Сами исследователи надеются на существование молний в атмосфере Венеры. Ранее мы рассказывали, что, по мнению ученых, несмотря на поистине адские условия на этой планете, она может содержать жизнь. Речь, конечно же, идет не о разумной жизни, а о микроскопической. Теоретически, она могла бы существовать в облаках. Косвенно о наличии таких бактерий говорит присутствие фосфина в атмосфере, который выделяют анаэробные бактерии. Однако для существования этих бактерий нужны молнии. Дело в том, что для возникновения и поддержания жизни необходим источник молекулярных питательных веществ. Молнии же вызывают определенные химические реакции, в результате которых возникают источники такой энергии.
Если молнии существуют в атмосфере Венеры, они генерируют электромагнитные поля. Во время будущих миссий космические корабли могли бы использовать эти поля для изучения коры и недр Венеры. Но в то же время, если ученые не ошиблись, отсутствие большого количества молний упростит исследование планеты. Во время будущих миссий ученые планируют отправить в атмосферу планеты воздушные шары или платформы. Однако обилие молний может помешать исследованиям, так как они способны уничтожить дорогостоящее оборудование. НАСА и Европейское космическое агентство планируют отправить космические корабли к Венере в следующем десятилетии. Кроме того, в настоящее время ведутся работы над будущими частными исследовательскими миссиями. Таким образом, в скором времени удастся точно узнать, почему возникают вспышки и есть ли молнии в атмосфере Венеры. 20. На Нептуне растут загадочные темные пятна, которым пока нет объяснения. Нептун представляет собой ледяную планету-гиганта, которая находится на самом дальнем расстоянии от Солнца в Солнечной системе. Ее масса в 17,2 раза превышает массу Земли, а по диаметру экватора эта планета почти в 4 раза больше нашей планеты. Характерной особенностью Нептуна является его синий цвет, который объясняется содержанием метана во внешних слоях атмосферы. Однако этот цвет неоднороден. В далеком 1989 году космический аппарат НАСА Voyager 2 выявил таинственное темное пятно в атмосфере Нептуна. И хотя темные пятна на планетах не являются редкостью, на ледяном гиганте оно было очень странным, так как со временем исчезло. В 2018 году космический телескоп Хаббл зафиксировал несколько новых загадочных пятен на поверхности Нептуна, причем они уже охватывали как южное, так и северное полушарие планеты. Ученые пока не знают их природу, однако новое исследование может пролить свет на их появление. Темные пятна на планетах астрономы изучают уже не 100 лет. Например, большое красное пятно на Юпитере, которое представляет собой бушующий шторм, является предметом исследования по меньшей мере последние 200 лет. Однако пятнам на Нептуне, как было сказано выше, ученые по сей день не могут найти объяснение. Они имеют впечатляющие размеры, их диаметр составляет от 10 до 15 тысяч километров. Изначально, когда аппарат НАСА Voyager 2 обнаружил пятно, получившее впоследствии название «большое темное пятно», ученые предположили, что оно схоже с большим красным пятном на Юпитере. Однако позже выяснилось, что оно имеет серьезные отличия. Однако досконально изучить его не удалось. К слову, Voyager 2 является вообще единственным аппаратом, который видел Нептун вблизи. Предположения относительно темных пятен назывались самые разные. Согласно одному из них, они вызваны более высокой плотностью облаков. Соответственно, исчезновение темных пятен связано с рассеиванием облаков над замерзшей поверхностью ледяного гиганта в результате ураганов. То есть сильный ветер просто разгоняет облака, в результате чего оголяется более темная поверхность планеты. Загадочное пятно, обнаруженное телескопом Хаббл в 2018 году, привлекло внимание Патрика Ирвина, профессора Оксфордского университета, который впоследствии возглавил группу ученых, занявшуюся изучением Нептуна. Для своих исследований команда использовала спектроскопический телескоп VLT. Основное внимание было сосредоточено на определенной области в северном полушарии планеты, где было выявлено темное пятно. Главной задачей исследования было опровержение или подтверждение предложенной ранее теории о том, что темные пятна образованы высокой плотностью облаков. В результате наблюдений ученым удалось обнаружить светлое яркое пятно DBS 2019, которое ранее не попадалось взору астрономов. Причем оно расположено рядом с темным пятном, что добавило в исследование еще больше интриги. Чтобы получить больше информации о пятнах, исследователи разделили отраженный свет на различные составляющие цвета – синий, зеленый и красный. В результате им удалось обнаружить, что темное пятно не связано с более высокой плотностью облаков, как предполагалось изначально. На самом деле оно возникло по другой причине.
Частицы в атмосфере в области пятна сами по себе имеют более темный оттенок и излучают свет с длиной волны 700 нанометров, что соответствует красному цвету в электромагнитном спектре. Об этом исследователи сообщают в журнале Nature Astronomy. Светлое пятно, которое заметили астрономы, расположено на том же уровне атмосферы, что и темное пятно. Причем его не видно было во время предыдущих наблюдений, проведенных несколькими неделями ранее. Это может говорить о том, что светлое пятно является краткосрочным или временным явлением. Близкое расположение светлого пятна к темному вызвало большой интерес у ученых. Вполне возможно, что между ними имеется какая-то взаимосвязь. Причина их появления пока неизвестна, но исследователи имеют несколько гипотез на этот счет. Согласно одной из них, темные частицы с поверхности планеты поднимаются в атмосферу при помощи неких восходящих потоков. Согласно другой версии, ультрафиолетовый свет способствует локальному нагреву поверхности планеты, в результате чего твердый сероводородный лед тает и превращается в газовую форму, которая образует темные облака. Как говорят сами исследователи, для полного понимания происходящего им необходимы дополнительные исследования и моделирование. Для этого ученые планируют в ближайшее время задействовать телескоп Джеймса Уэбба, поэтому тайна темных пятен на Нептуне может быть вскоре раскрыта. На этом я бы хотел закончить это видео с 20 тайнами космоса, которые шокировали ученых. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Странный маленький розово-зеленый объект на марсианском фото. Интернет-исследователь Скотт Уоринг, наиболее известный тем, что обнаруживает необычные объекты на фото, сделанных марсоходами, показал новую находку. Это весьма необычный для Марса розово-зеленый объект, который, вероятно, является очень небольшим по размерам. Что это такое, даже скептикам оказалось сложно предположить. Может быть минерал, или просто мусор на объективе. Оригинальный снимок, сделанный марсоходом Perseverance, на котором находится этот объект, можно увидеть на сайте НАСА. Снимок был сделан 4 апреля 2023 года. По версии Уоринга, этот объект является растением и доказывает, что на Марсе есть жизнь в виде растений, как минимум. Тот же Уоринг в 2020 году также обнаружил на марсианском снимке нечто, похожее на цветок, что он назвал белой розой. Вот такими у нас получились 20 тайн космоса, которые шокировали ученых. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.